Закрыли глаза. Для нас это первый опыт организации такого масштаба съемок за пределами Беларуси. И я должен сказать, что у нас была самая, наверное, фантастическая команда, которая только может быть. Техническая команда, которая работала с Netflix и HBO на крупных проектах а-ля Чернобыль. И при этом совершенно невероятный белорусский каст с вкраплениями литовского и украинского. То есть международная такая группа артистов, которые не просто талантливы сами по себе, но и верят в то дело, которым мы занимаемся. То есть верят в то, что надо говорить открыто о политзаключенных, о жути пенитенциарной системы Беларуси, о том, что Окрестино и подобные заведения должны быть закрыты рано или поздно и превращены в музеи диктатуры. Вот. Я должен сказать, что процесс был нелегким, но каким-то невероятным чудом мы сняли эту пилотную серию. У нас актеры из России, Беларуси, Литвы и Украины. И это вообще здорово. Я не ожидал, что это будет вот именно таким масштабным творческим союзом. Это люди, которые глубоко сопереживают нашей истории, и для которых, в общем-то, работа здесь, я понял и прочувствовал, даже большая честь. Ну и также хочу очень отметить это работу технического персонала. Это литовская компания Фильма ЛТ. Потрясающие ребята. Я даже не мог подумать, что в таком темпе люди могут работать на съемочных площадках. Для меня это первый опыт вообще в кино. Это первое кино, которое снимает Маланка Медиа. И, в общем-то, мне казалось, что это все более как-то так вот, будем говорить, артистично, как мы видим в кино, какие-то вагончики, где гримируются звезды, а это адский труд, который, даже физически очень тяжело перенести. Стук в темную еще ни к чему хорошему не приводил. В целом мне очень понравилась группа, и литовцы, и белорусы. Все очень приятные люди. И видно, что люди горят одним делом, да, то есть это не такое абы сделать, а люди хотят сделать качественный продукт. Люди это хотят, и я это вижу, и это мне очень приятно. То есть, все профессионалы. Пишут, да? Ага. Пошел. Нормально. Август 20-го, это, безусловно, был самый такой травматичный опыт, потому что в момент транспортировки из РУВД в тюрьму Жодина нас очень жестко избивали в автозаке, и там до потери сознания, в моем случае, там людей так довольно серьезно калечили, можно сказать так. Поэтому вот сейчас будет сниматься сцена, как раз таки, где нас по сценарию избивают, и у меня немножечко такой мандраж. То есть у меня такой, я не знаю, как я себя буду вести при съемках этой сцены, потому что у меня диагностированный ПТСР, и не знаю, может меня триггернет, не триггернет, хотя вроде бы прошло уже столько времени, но все равно, знаешь, когда я пришел на площадку, увидел ОМОНовцев, актеров в ОМОНовской форме, меня немножечко так где-то въёкнуло чуть-чуть. Который тебя оскорбляет, да. Значит, туда. И потом на Рената и удар. Так, и вот доставание палки. Как Ренат палку достает? Любая тюрьма – это, конечно, сосредоточие боли, прежде всего, и страданий людей. И то, что рассказывали нам наши и артисты, и члены команды, которые побывали в белорусских тюрьмах на сутках по политическим делам, это, конечно, кошмар. И у нас были консультанты, те, которые провели много времени. Например, там Анатолий Лебедько консультировал нас, нас консультировали люди, которые и по году, и по полтора политзаключенные провели
в застенках реального Окрестина, реальной Володарки, реальной Американки. И это, конечно, ужасно, то, что они рассказывали. И представить себе этот ужас вот мы смогли здесь, в тюрьме Лукишки, которая на самом деле строилась абсолютно по тем же типовым проектам, по которым и белорусские СИЗО. И вот это ощущение, да, действительно ужаса осталось. Окрестина в нашей реальной жизни есть? Давайте честно признаем, что в реальности Окрестина – это как собирательный образ. И Володарка, и Американка, и СИЗО, и колонии для политических. В нашей жизни 26 лет. 26 лет кровоточит эта рана. Окрестина появилась не в августе 2020 года, а значительно раньше. И в Беларуси сегодня есть сотни людей, которые помнят деревянные настилы Окрестина. Помнят, когда по команде 20-30 человек должны были переворачиваться с одной стороны тела на другую. Помнят вот эти обрубленные ложки. Помнят инструкции 30-х годов. Все это было. Поэтому у меня вопрос совсем другой. Почему мы так долго молчали? Почему молчали наши режиссеры и сценаристы? Вот в этом есть вопрос, а не в том, что это слишком свежее и больное. Это надо было сделать вчера. Но если мы это не сделали, надо делать сегодня. Следующий заключенный. Сюда. Сюда. Значит, следующий заключенный. Сейчас будем уплотнять. Ну, это потрясало постоянно. Любые вот какие-то вот эти видео, хроников, такое, ты смотришь, ты в ужас, как бы в третьем каком-то измерении это все происходит, не в нашей, не на нашей планете. Я играю роль старшего по камере Мишу, поэтому первый раз вот, видите, наколочки, все серьезно и по-взрослому. Ну, Миша, он парень непростой, он такого советского совка даже назвал бы воспитанием. Он за власть, любую власть на зоне, в стране, везде паханы, обязательно и самый главный пахан, всем мы должны, паханов не выбирают, паханов коронуют, понимаете? Зона для воров, а не для политических, зона порядок любит и субординацию. Поэтому я думаю, что, к сожалению, таких персонажей достаточно не только в зоне, но и на территории Белоруссии. Да, поэтому надо вернуться нам в свою страну, в Республику Беларусь. Я играю роль Васи. Вася – это молодой человек, который полгода назад закончил обучение в органах правопорядка и по распределению попал в Окрестино. Суть в том, что он постоянно сталкивается с выбором, что он может сделать, что он хочет делать. И ситуация, в которую он постоянно попадает, неоднозначная, и у них очень сложно найти что-то черное и белое. Он всегда посередине, и ему постоянно приходится что-то выбирать, нравится ему это или нет. Пока сидишь в Украине и занимаешься своими проблемами, история с Беларусью кажется более-менее сторонней, что ли. Но вот, оказавшись на месте этого персонажа, я понимаю, что не дай бог, это постоянная серая зона, в которой ты стираешься личностно. Ты не знаешь, кто ты, не знаешь, что тебе делать, не знаешь, кто ты после того, как ты что-то сделал или не сделал. Это очень тяжело, и не очень хочется это даже оценивать. Плохая координация. Ножки заплелись, об стенку ударился. У меня такая роль, я думаю, всем белорусским медсестрам, врачам очень знакомая, когда ты хочешь помочь людям, и ты видишь, что происходит, но система на тебя давит, и ты должен выполнять какие-то указания и именно там милиции, ОМОНовцев и так далее. То есть тут идет самое такое на сопротивление роль, что ты хочешь вроде бы помочь хорошим людям, ты это видишь, ты это понимаешь, но тебе самой угрожает
люди в форме, да, ты понимаешь, что ты можешь оказаться также в этой камере, также избитый или так далее. Поэтому ты обязан как бы подчиняться, с одной стороны, системе, а с другой стороны, помочь людям. Ну и здесь происходит вот такой вот раздрай, который, конечно, проходит через внутреннюю такую твою боль. Так, приготовились? Тишина везде, никто не ходит. Мотор? Интересно, потому что у меня как-то был опыт жизни, когда я спрашиваю, можно ли отказываться от ролей. Человек умный мне сказал, что лучше нет. Значит, для чего-то это все дано. Мне тоже это было всегда интересно в этой ситуации, как одни люди становятся по разные стороны. И вот эта вот мотивация, конечно, интересна. Конечно, хочется вот как-то потом, чтобы, как это сказать, не то чтобы карму почистить актерскую, но после таких ролей надо играть папу оленя какого-нибудь в сказке детской, вот, доброй. Сниматься было классно, все очень профессионально. Я думаю, кино не может получиться плохим, потому что я видел, что все очень круто снято, профессионалы работают, кайф. На самом деле я не актер, я не играл в театре, это мой первый рандомный опыт. Мне просто интересно, я получаю удовольствие от этого. Важно, потому что это какой-то протест, 100%, это своя лепта в революцию, это искусство, и все это мне нравится. Прошло вроде бы не так много времени, но память человеческая имеет свойство притуплять воспоминания, даже самые жесткие, даже самые травматичные, и поэтому очень важно не забывать весь тот ужас, все те преступления, которые были совершены и которые совершаются до сих пор. Поэтому, мне кажется, это очень важно не забывать и напоминать, вот в том числе таким способом, с помощью художественных фильмов, сериалов о тех событиях. Сама атмосфера, вот, где мы все эти дни, эти недели проводим очень плотно, она сама по себе гнетущая. Эти стены, они реально видели много страданий, боли, и здесь даже находиться тяжело. Но все понимают то, что это надо, это необходимо. Вот наша миссия сегодня сделать и показать всему миру то, что сегодня творится в Беларуси. То, что в сталинские времена называлось ГУЛАГом, там, советским, то сегодня Беларусь — это вся Большое Окрестино, собирательный образ. Везде, где мы сейчас находимся, мы, к сожалению, не можем вернуться пока в страну. Мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы люди понимали, что такое белорусский протест и почему мы хотим это изменить и почему необходимо поменять власть. Я ожидал, что будет какая-то более такая политическая тема, но на самом деле он интересный сценарий, там есть что играть. Ну, я считаю, что очень важно не терять профессию актера. То есть, если есть возможность сниматься, ну и как бы высказываться на какую-то важную тему для меня лично, то я буду в этом участвовать. Важно, мы недавно съездили со спектаклем, как раз тоже вот здесь создали белорусский театр уже с ребятами в изгнании. Тоже вопрос такой был, насколько тяжело это все переживать и так далее. Я говорю, это надо переживать. Это помогает людям в том числе прожить. Где-то над этим можно смеяться, где-то там можно еще раз играть в это нельзя. А по-настоящему, ну, тут сложность таких сериалов, наверное, и художественного решения — это то, что они не допускают фальши никакой. Потому что здесь точно не может быть ничего фальшивого. Если без лицемерия, то что ты делаешь до начала проекта и то, что ты видишь после, всегда разные вещи. Ты можешь сколько угодно думать о том, что я делаю бравое дело, я крут, я красавчик, я за Беларусь, но тем не менее это работа, и за нее деньги получаю. Так что тут всегда и то, как у моего персонажа, кстати. Я вот сам человек творческой профессии, режиссер, драматург, но прежде всего я гражданин своей страны, Беларуси. И те, кто работает на этом проекте, это люди с сильной, внятной, честной гражданской позицией. Это люди, которые хотят новой демократической и свободной Беларуси. И мне с такими людьми интересно.
потому что мы понимаем, что мы не просто делаем некое абстрактное искусство, а мы делаем искусство, которое призвано изменить нашу страну, изменить нашу реальность, облегчить страдания других людей, которое несет по-настоящему гуманистическую важную функцию. Стоп! Это снято. Это снято. Большинству белорусов такой фильм нужен. Он нужен не только тем, кто прошел через Окрестино. Этот фильм нужен и тем, кто осуществлял вот эти репрессии. Пусть они посмотрят на самих себя, пусть их увидят их родные и близкие. Но и есть огромное количество людей, не ангажированных там сторонников перемен или сторонников Александра Лукашенко. Они пока за этим процессом. Вот для них надо, чтобы они увидели реальную Беларусь такой, какой она есть в действительности, а не на экранах пропагандистского БТ. Для меня лично важно, для команды большинства, я думаю, для всех, наверное, это было тоже очень важно. И многие мотивированы были именно вот проектом. Почему проект, и пришли на него работать. Так как мы хотим продолжить съемку этого сериала, потому что истории и судеб, которые, в общем-то, достойны того, чтобы войти в историю, их там десятки тысяч. Я хочу, чтобы этот сериал имел продолжение. Эти все истории легли в основу следующих будущих серий.